Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю несравненный, незабываемо вкусный торт «Малиновая молочная девочка». Этот торт настолько вкусный, что нравится практически всем. Редко кто откажется от кусочка такого торта. Торт буду готовить даже без использования формы для выпечки. Торт получается сразу идеально ровным, прекрасно нарезается на порционные кусочки. Покажу, как приготовить здесь вкуснейший малиновый крем без использования желатина, стабильный крем. Здесь у меня 250 грамм малинового пюре без сахара и без косточек. Наливаю туда 20 грамм лимонного сока, 20 мл. Все это перемешиваю и отправляю сейчас на огонь. Довожу до кипения. Малиновое пюре я делаю сама, перетираю малину через сито. Здесь у меня 60 грамм сахара, 25 грамм кукурузного крахмала. Сахара можете брать по вкусу. И 50 мл холодной воды. Сахара здесь можно брать по вкусу, можно больше брать. Кисленькое такое будет пюре. Но молочная девочка, сам по себе торт достаточно сладкий, поэтому больше сахара я здесь не добавляю. Малиновое пюре уже закипает, я отправляю туда всю крахмальную смесь тонкой струйкой при непрерывном помешивании. Сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу всю эту смесь до кипения. И когда пойдут первые пузыри, я провариваю примерно еще 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Сейчас переливаю ее в ту емкость, где она у меня будет остывать до очень холодного состояния. То есть остудить нужно потом будет в холодильнике. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. Приготовим тесто. 4 яйца среднего размера комнатной температуры. Разбиваю у них пленочки. Добавляю сейчас туда 200 грамм растопленного сливочного масла. Количество масла я здесь убавлять не советую. Рецепт этот очень многие уже попробовали на моем канале, именно самого теста. Все в восторге. Добавляю туда 2 банки сгущенного молока с сахаром. Банки сгущенки у меня европейские по 397 грамм. Я напишу, если на банку 380 грамм, сколько потом брать муки и разрыхлителя. Что муки нужно будет взять просто чуть поменьше. Перемешиваю все это. Масло, забыла сказать, не должно быть горячим, оно должно быть комнатной температуры. Вот такая жидкая основа у меня получилась. Добавляю сейчас туда, просеиваю 400 грамм муки. Если у вас банка сгущенки 380 грамм, значит нужно будет муки взять грамм на 20 поменьше на каждую банку. И добавляю туда 8 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю до однородности, и тесто уже готово. Я не пользуюсь здесь миксером. Оно замешивается прекрасно и обычным крупным венчиком. Сейчас духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Как я уже сказала, для изготовления этого торта я не буду пользоваться никакой формой для выпечки. Здесь я беру обычный лист А4, и по нему я буду выравнивать свою форму. Для нанесения теста я буду использовать обычную мерную чашку 250 мл. Вы можете просто сориентироваться по своей посуде. Меня очень часто спрашивают в комментариях, как нужно наносить тесто на молочную девочку на пергамент. Для такого листа размером А4 берем примерно вот такую мерную чашку 250 мл. Что главное в нанесении прямоугольных коржей молочной девочки? Это, конечно же, углы. Потому что если будет отсутствовать хотя бы один угол, или мы его не выровняем до конца, форма нарушится. И здесь самое важное, это, конечно же, смотреть на углы. Ну и разровнять тесто, чтобы нам его хватило. То есть ориентировочно чашка 250 мл, разравниваем сразу углы. И смотрим так, чтобы нанесенный слой теста не был прозрачным. В самом тесте нужно обратить внимание также на 2 момента. Это количество муки, потому что мука у всех разная. То есть на одну порцию, если я беру 200 грамм, вы сначала добавьте 180 и посмотрите на густоту полученного теста. И также тесто нужно использовать сразу, ничего не ждать. Убираю сейчас выпекаться примерно на 8 минут. Вот так вот на противне. Выпекается очень быстро, до золотистого цвета, 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Пока печется один корж, я тут же буду наносить уже тесто на следующий корж. Также использую эту мерную чашку.
250 мл. И первое, что я делаю, это я выравниваю углы. Без углов не будет никакого успеха. Итак, первый корж у меня уже испекся. Ничего здесь я не жду. Я сразу начинаю вырезать корж по линейке, именно используя, опять же, чистый лист А4. И здесь, даже несмотря на мой огромный опыт, углы получаются, скажем так, впритык. Потому что хочется, чтобы тесто хватило ровно на 6 коржей, и чтобы коржи были не до просвечивания прозрачными, поэтому приходится вот так скрупулезно распределять тесто на углы. Особенно если мы выпекаем молочную девочку в прямоугольной форме или для 3D-торта, ни в коем случае не даем коржу остывать полностью и потом только его вырезать по трафарету. Сразу же нужно вырезать его по нужной нам форме, еще в очень теплом виде. Благодаря этой рецептуре, здесь мы используем хорошее количество сливочного масла, коржи превосходно отделяются от пергамента. Вырезаю просто, чтобы мне удобнее было их складывать один на один. Полностью даем остыть коржу и только тогда выкладываем на него последующий корж, который находится на бумаге для выпечки. Итак, я испекла все 6 коржей. У меня остались вот такие обрезки. Уже можно сразу же брать эти коржи в работу. Я ничего здесь не жду. Как только они остыли до комнатной температуры, я сразу же начинаю делать крем. Итак, здесь у меня 300 мл очень холодных сливок для взбивания, 150 грамм сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара, 16 грамм общим весом, сливки жирностью не менее чем 30%. Туда же я отправляю сейчас 500 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне также очень холодный. Сразу хочу сказать, если у вас нет сыра маскарпоне или творожно-сливочного сыра, здесь можно использовать очень хорошей жирности отвешенную сметану, то есть 30% жирности сметану, но лучше ее отвесить. И 300 грамм творожно-сливочного сыра. Сыр, соответственно, тоже должен быть холодным из холодильника. Здесь вы также и сыр можете заменить на отвешенную сметану, у кого совершенно нет другой альтернативы. Важно взбить сейчас до устойчивых пиков, но не перевзбить эту массу, так как и маскарпоне, и сливки, эти продукты можно перевзбить, и они отсекутся у вас и пойдут крупинками. Очень хорошо у меня остыло пюре малиновое. Начинаю вмешивать вот так по 2 столовые ложки это пюре в крем. Прорабатываю очень хорошо миксером, долго здесь я не взбиваю. Пюре сразу, так как оно проварено с крахмалом, дает дополнительную устойчивость этому крему. Помимо того, что здесь сыры хорошо взбиты и дают устойчивость крему, дополнительно проваренное пюре с крахмалом дает также устойчивость. Поэтому мы здесь не используем ни желатина, ни других загустителей. Его можно, этот крем, использовать и в прослойке более высокого плана, не только в такие низенькие. И он будет хорошо держать форму. Обязательно перемешиваю со дна, и в принципе крем уже готов. Крем получается необыкновенно вкусный, супер малиновый, очень красивый по цвету. Для приобретения этого цвета мы добавляли в малиновое пюре лимонный сок. И сразу же начинаю сборку торта. Ничего здесь не жду. То есть коржи уже готовы полностью. Как я уже сказала, коржи, приготовленные по данному рецепту, идеально отделяются от пергамента. Крем я разделила на 5 равных частей, чтобы использовать его между 6 коржами. Можете эти коржи приготовить заранее, их даже можно заморозить, но обязательно перед тем, как вы их будете либо же убирать в холодильник, либо в морозильную камеру, обязательно их нужно прослоить либо бумагой для выпечки, либо пищевой пленкой, потому что коржи липкие, они в холодильнике могут слипнуться, если вы их не простелите, и вы ничего уже потом не сможете с ними сделать. Таким образом, собираю весь торт. Торт я уберу буквально на час в холодильник. Здесь, даже если вы буквально на час уберете этот тортик в холодильник, этого будет достаточно, и он уже будет готов к подаче. Торт получается большой, нарезается на очень много кусочков. Кусочки сразу получаются идеально ровными при нарезании. Здесь измельчаю в измельчителе обрезки. Если вы хотите потом украшать этот торт,
С этими обрезками просто можно попить чай. Они вкуснейшие на вкус. Кто не готовил никогда молочную девочку по моему рецепту, они на вкус как очень вкусное, дорогое печенье получаются. Торт этот можно, конечно же, украшать любым кремом, ганашем. Все на ваше усмотрение. Но можно украсить вот так по-домашнему, просто посыпать крошкой. Посыпаю бока. Торт получается примерно 2 кг 400 грамм весом. Здесь будет зависеть от того, какие большие у вас обрезки. И торт уже готов. Здесь я верхний корж ничем не украшаю, потому что он сам по себе очень ровный, красивый. И видите, как он уже хорошо нарезается буквально спустя час в холодильнике. То есть торт идеальный в любых смыслах. Сразу разрезается на большое количество кусочков. Здесь видно, насколько нежный и пропитанный получается этот тортик. Торт, тающий во рту. И нравится буквально всем. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.